Урок 1. Культурные нормы и социальный этикет. Привет, Анна. Понимание культурных норм и социального этикета разных стран может быть очень увлекательным. Привет, Джон. Безусловно, важно учитывать эти аспекты при общении с представителями разных культур. Это определенно может улучшить наше общение и избежать непреднамеренных недоразумений. Да, культурные нормы и социальный этикет сильно различаются в разных странах и даже регионах одной и той же страны. Это правда. Например, в некоторых культурах принято снимать обувь перед входом в чей-то дом. Совершенно верно. Это свидетельствует об уважении к их пространству и поддерживает чистоту полов. В других культурах в этом, возможно, нет необходимости. Интересно, что такие маленькие жесты могут иметь большое значение в разных культурах. Определенно. Еще один аспект – это то, как правильно поприветствовать кого-то. Рукопожатия распространены во многих западных культурах, но в некоторых культурах более уместны поцелуй с поклоном или щекой. Отличное замечание. Важно адаптировать наше приветствие к традициям культуры, в которой мы живем. Совершенно верно. Это свидетельствует о культурном чутком отношении и о том, что мы уважаем и ценим их традиции. Я понимаю, что для изучения и адаптации к этим культурным нормам требуется время. Да, это так. Но проявляя непредвзятость и желание учиться, мы можем более легко ориентироваться в различных социальных ситуациях. Это правда. Также важно помнить о языке тела и невербальных сигналах. Определенно. В некоторых культурах прямой зрительный контакт считается проявлением уважения и внимательности, в то время как в других это может считаться невежливым или конфронтационным. Удивительно, что такие простые вещи, как зрительный контакт, могут иметь разное значение в разных культурах. Совершенно верно. Вот почему так важно провести исследование и понаблюдать за поведением местных жителей при посещении нового места. Таким образом, мы сможем соответствующим образом адаптировать свое поведение и проявить уважение к культурным нормам страны, в которой мы находимся. Точно. Все дело в том, чтобы способствовать пониманию и налаживанию позитивных связей с людьми из разных слоев общества. Я полностью согласен. Осознавая и соблюдая культурные нормы, мы можем способствовать гармонии и налаживанию конструктивных взаимоотношений. Определенно. Это непрерывный процесс обучения, но усилия по преодолению культурного разрыва и налаживанию более прочных отношений стоят того. Спасибо, что поделились этими идеями. Это был ценный разговор. Урок 2. Планирование путешествий. Привет, Анна. Время отправления идеальное. Я обязательно проверю его. Привет, Джон. Это неплохая идея. При планировании поездки всегда важно перепроверять время отправления. Совершенно верно. На собственном опыте я поняла, что опоздание на рейс может вызвать много стресса и неудобств. Определенно. Крайне важно прибыть в аэропорт вовремя, чтобы пройти досмотр и регистрацию. Это правда. Обычно я стараюсь приехать как минимум за 2 часа до запланированного времени вылета.
Это хорошее практическое правило для международных рейсов. Для внутренних рейсов обычно достаточно от 1 до 1,5 часов. Это приятно знать. Я учту это при планировании предстоящей поездки. Еще один важный аспект – упаковка. Задумывались ли вы о том, что вам нужно взять с собой? Да, я начала составлять список предметов первой необходимости, которые мне понадобятся для поездки. Это отличный способ оставаться организованным. Составление списка поможет вам не забыть ничего важного. Совершенно верно. Я также проверю прогноз погоды в пункте назначения, чтобы упаковать подходящую одежду. Это разумный шаг. Важно удобно одеваться и быть готовым к различным погодным условиям. Я также позабочусь о том, чтобы все мои проездные документы были в порядке, такие как паспорт и все необходимые визы. Отлично! Очень важно иметь все необходимые документы, чтобы избежать осложнений в последнюю минуту. Я также изучу местные обычаи и культурные нормы страны, которую я посещаю. Отличная идея! Знание местных обычаев поможет вам легче ориентироваться в новой среде. Я также посмотрю любые местные достопримечательности или достопримечательности, которые я хотел бы посетить во время поездки. Замечательно! Всегда приятно иметь представление о том, что вы хотите увидеть и чем заняться в посещаемых местах. Я также проверю все рекомендации по путешествиям или меры предосторожности в пункте назначения. Это ответственный подход. Во время путешествий очень важно быть в курсе мер безопасности. Спасибо за эти ценные советы. Теперь я более уверенно планирую свою поездку. Урок 3. Изучение местных достопримечательностей. Привет, Анна. Отлично. Я обязательно проверю его во время моего пребывания. Привет, Джон. Звучит как отличный план. Изучение местных достопримечательностей – фантастический способ погрузиться в культуру этого места. Совершенно верно. Мне всегда нравится открывать для себя скрытые жемчужины и популярные достопримечательности нового города. Удивительно, что в каждом месте есть свои уникальные достопримечательности, рассказывающие об истории и самобытности этого места. Определенно. Мне нравится посещать музеи и художественные галереи, чтобы больше узнать о местном искусстве и наследии. Это прекрасный способ оценить художественные и культурные аспекты места назначения. Мне также нравится исследовать исторические места и памятники. Они дают представление о прошлом того или иного места. Исторические места словно окна в прошлое, позволяющие нам познакомиться с богатым наследием того или иного места. Мне также интересно попробовать местную кухню. Еда может стать важной частью самобытности культуры. Совершенно верно. Дегустация местных блюд и вкусов – восхитительный способ познакомиться с новым местом. Во время моего визита я обязательно загляну в несколько аутентичных ресторанов и киосков с уличной едой. Отличная идея! Не забудьте попробовать фирменные блюда региона, в котором вы находитесь. Я обязательно учту это. Мне не терпится побаловать себя местными кулинарными изысками.
Еще один интересный аспект — местная сцена музыки и исполнительского искусства. Это правда. Посещение концертов, живых выступлений или даже традиционных танцевальных шоу может быть очень увлекательным занятием. Это прекрасный способ оценить художественные таланты и культурное самовыражение этого места. Я также займусь активным отдыхом на свежем воздухе и природными местами. Прогулка по паркам, садам или пешеходным тропам может быть освежающей. Время, проведенное на природе, омолаживает и позволяет по-новому взглянуть на место назначения. Я также позабочусь о том, чтобы запечатлеть памятные моменты своей камерой. Фотография — отличный способ запечатлеть свой опыт и поделиться им с другими. Я с нетерпением жду возможности погрузиться в местные достопримечательности и создать незабываемые воспоминания. В этом и заключается дух. Наслаждайтесь каждым моментом своих исследований и проводите там время с максимальной пользой. Спасибо за предложение. Я ценю ваши идеи. Урок 4. Утренний распорядок дня и позитивный настрой. Привет, Анна. Просыпаясь под прекрасным восходом солнца, у меня всегда отличное настроение. Привет, Джон. Согласен, начало дня с потрясающего восхода солнца может действительно воодушевить. Удивительно, как простое природное явление может оказать такое положительное влияние на наше мышление. Совершенно верно. Красота природы вдохновляет и заряжает энергией. Помимо наслаждения восходом солнца, мне нравится начинать свой день с легких упражнений. Это отличный способ заставить тело двигаться и разбудить мышцы. Это помогает мне чувствовать себя более бодрым и готовым к решению повседневных задач. Я фанат утренней йоги. Это не только растягивает мое тело, но и успокаивает ум. Йога – отличный способ найти баланс и сосредоточиться перед тем, как приступить к повседневным занятиям. Я также нахожу это утешительным и успокаивающим. Это задает позитивный тон дню. После тренировки мне нравится питательно позавтракать, чтобы зарядить тело и разум. Завтрак действительно самый важный прием пищи в день. Он дает нам энергию, необходимую для того, чтобы сосредоточиться. Обычно я выбираю сочетание белков, цельного зерна и фруктов, чтобы зарядиться энергией в течение всего утра. Это здоровый подход. Важно снабжать наш организм правильными питательными веществами. Наряду с физическим благополучием, психическое благополучие также имеет решающее значение для продуктивного дня. Совершенно верно. Несколько минут медитации или внимательности помогут успокоить ум и уменьшить стресс. Я считаю, что глубокий вдох и сосредоточенность на настоящем моменте помогают мне оставаться в центре внимания. Практики внимательности отлично подходят для повышения самосознания и улучшения общей ясности ума. Еще одна вещь, которую я делаю, чтобы задать позитивный тон дню, это слушать вдохновляющую музыку во время подготовки. Музыка влияет на наше настроение и создает позитивную атмосферу. Удивительно, как запоминающаяся мелодия мгновенно поднимает мне настроение и настраивает на позитивный настрой. Не могу не согласиться с этим.
Музыка способна вызывать эмоции и улучшать наше общее самочувствие. В целом, утренний распорядок дня, включающий физическую активность, здоровое питание и позитивный настрой, закладывает основу для успешного дня. Совершенно верно. Все дело в том, чтобы начать день правильно и позаботиться о теле и разуме. Спасибо, что поделились своими мыслями. Всегда вдохновляет обмен идеями о том, как с пользой провести утро. Урок 5. Постановка целей и мотивация к занятиям фитнесом. Привет, Анна. Ты когда-нибудь ставила перед собой конкретные цели в фитнесе? Привет, Джон. Да, постановка конкретных целей важна для сохранения мотивации и отслеживания прогресса. Это правда. Постановка четких целей помогает нам сосредоточиться и работать над их достижением. Совершенно верно. Это дает нам повод для стремления и помогает нам двигаться по пути к фитнесу. Я считаю, что постановка краткосрочных и долгосрочных целей помогает мне сохранять мотивацию. Отличный подход. Краткосрочные цели дают нам немедленные цели, а долгосрочные цели мотивируют нас в долгосрочной перспективе. Именно так. Краткосрочными целями могут быть такие вещи, как увеличение количества отжиманий или пробег лишней мили. А долгосрочными целями могут быть марафонский забег или достижение определенного веса или состава тела. Важно сделать наши цели реалистичными и достижимыми, чтобы не отчаиваться. Совершенно верно. Установив на этом пути небольшие вехи, мы сможем сохранить мотивацию и радоваться достигнутому прогрессу. Еще одна вещь, которая помогает мне сохранять мотивацию, это найти напарника по тренировкам. Наличие напарника по тренировкам может быть невероятно полезным. Это добавляет элемент ответственности и делает занятия спортом более приятными. Здорово, когда есть кто-то, с кем можно поделиться этим путешествием, кто поможет вам и окажет поддержку. Я согласен. Занятия с другом могут сделать тренировки более увлекательными, а также дать возможность для здоровой конкуренции. Кроме того, наличие напарника по тренировкам поможет нам оставаться стабильными и преданными своему делу. Легче сохранять мотивацию, когда вас кто-то подбадривает и привлекает к ответственности. Мне также полезно разнообразить тренировки, чтобы было интересно и не скучно. Это отличная стратегия. Выполняя различные упражнения или упражнения, вы обновляете привычный распорядок дня и тренируетесь на разных группах мышц. Мне нравится все смешивать, включая силовые тренировки, кардиотренировки и упражнения на гибкость в свой распорядок дня. Разнообразие не только помогает нам оставаться вовлеченными, но и помогает достичь всестороннего уровня физической подготовки. Важно прислушиваться к своему телу и при необходимости давать себе дни отдыха. Отдых и восстановление необходимы для предотвращения травм и восстановления нашего тела и укрепления. Совершенно верно. Дни отдыха также важны, как и сами дни тренировок. В целом, постановка конкретных целей и поиск напарника по тренировкам помогают нам сохранять мотивацию и преданность своему занятию фитнесом. Не могу не согласиться с этим. Все дело в том, чтобы найти то, что нам подходит, и не останавливаться на достигнутом. Урок 6.
Сотрудничество и соблюдение сроков. Привет, Анна. Я думала о том, насколько полезным может быть сотрудничество в достижении наших целей. Привет, Джон. Я согласен, что совместная работа с другими может открыть новые перспективы и улучшить наши результаты. Удивительно, как сотрудничество может привести к инновационным идеям и решениям. Совершенно верно. Объединив свои знания и навыки, мы сможем добиться большего, чем в одиночку. Мне нравится сотрудничать, потому что это позволяет мне учиться у других и расширять кругозор. Сотрудничество с другими людьми знакомит нас с различными способами мышления и помогает личностному и профессиональному росту. При совместной работе важно наладить четкую коммуникацию и определить ожидания. Четкая коммуникация позволяет всем быть на одной волне и понимать свои роли и обязанности. При сотрудничестве важно уважать мнение и вклад каждого. Уважение создает позитивную и инклюзивную среду, в которой каждый чувствует, что его ценят и мотивируют делать все возможное. Соблюдение сроков – еще один важный аспект сотрудничества. Как эффективно управлять ими? Соблюдение сроков требует хорошего управления временем и навыков расстановки приоритетов. Я считаю, что более крупные задачи полезно разбивать на более мелкие и управляемые части со своими сроками. Это отличная стратегия. Разделение задач на части упрощает их выполнение и упрощает их выполнение. Я также использую инструменты и методы повышения производительности, чтобы оставаться организованным и обеспечивать своевременное выполнение задач. Инструменты повышения производительности могут изменить правила игры. Они помогают нам сосредоточиться и эффективно отслеживать прогресс. Важно проявлять инициативу и устранять любые потенциальные препятствия или проблемы, которые могут повлиять на соблюдение сроков. Проактивность позволяет нам предвидеть и устранять потенциальные препятствия, обеспечивая бесперебойный рабочий процесс. Общение с членами команды и заинтересованными сторонами имеет решающее значение для поддержания согласованности и управления ожиданиями в отношении сроков. Регулярное общение гарантирует, что все будут в курсе прогресса, потенциальных задержек и любых необходимых корректировок. Я согласен. Открытая и прозрачная коммуникация помогает укрепить доверие и создать атмосферу сотрудничества. При совместной работе также важно проявлять гибкость и адаптироваться, поскольку могут возникнуть непредвиденные изменения. Гибкость позволяет нам корректировать наши планы и приоритеты, соблюдая при этом общие сроки реализации проекта. В целом, сотрудничество и эффективное управление сроками необходимы для успешной командной работы и завершения проекта. Не могу не согласиться с этим. Сотрудничество раскрывает в нас все самое лучшее и помогает нам вместе добиваться отличных результатов. Урок 7. Организация расходов и бюджетирование. Привет, Анна. Когда дело доходит до управления расходами, вы отслеживаете свои поступления. Привет, Джон. Да, я обязательно забираю все чеки на питание, транспорт и другие расходы. Это хорошая практика. Наличие чеков помогает точно отслеживать и организовывать наши расходы.
Совершенно верно. Важно эффективно отражать наши расходы в бюджете. Кстати, о бюджетировании, есть ли у вас какие-либо советы о том, как разумно управлять расходами? Одна из стратегий, которую я считаю полезной, заключается в создании ежемесячного бюджета и его соблюдении. Отличный подход. Составление бюджета позволяет нам разумно распределять средства и избегать перерасхода средств. Также важно расставить приоритеты в расходах, исходя из наших потребностей и финансовых целей. Я согласен. Различая желания и потребности, мы можем принимать обоснованные решения о наших расходах. Еще один совет. Регулярно отслеживайте наши расходы, чтобы не выходить за рамки бюджета. Учет наших расходов помогает нам определить области, в которых мы можем сократить расходы в случае необходимости. Совершенно верно. Это дает нам четкое представление о том, куда идут наши деньги, и помогает при необходимости внести коррективы. Есть ли у вас какие-либо стратегии, как сэкономить деньги и при этом наслаждаться жизнью? Один из способов – искать предложения и скидки при совершении покупок. Это разумный подход. Всегда стоит проверять продажи или использовать купоны, чтобы сэкономить. Другая стратегия заключается в том, чтобы планировать питание и готовить дома, а не часто обедать вне дома. Приготовление пищи дома не только экономит деньги, но и позволяет нам есть более здоровую и питательную пищу. Я также считаю полезным установить цели по сбережениям и автоматизировать регулярные взносы на сберегательный счет. Автоматизация сбережений – отличный способ постоянно откладывать деньги на будущее. Важно найти баланс между наслаждением настоящим и обеспечением финансового будущего. Совершенно верно. Внимательно следя за расходами и принимая осознанные решения, мы можем достичь финансовой стабильности. А четкое представление о наших расходах с помощью квитанций и составления бюджета помогает нам не сбиться с намеченного графика. Спасибо, что поделились своими мыслями. Всегда полезно обмениваться идеями по управлению расходами и бюджетированию. Урок 8. Планирование поездки. Привет, Анна. Я думала о нашей предстоящей поездке. Звучит отлично. Вы проверили авиабилеты и проживание. Привет, Джон. Да, я искал авиабилеты и жилье для нашей поездки. Отлично. Поиск подходящих рейсов и жилья может сделать нашу поездку более приятной. Я сравнивал цены и читал отзывы, чтобы убедиться, что мы нашли лучшие варианты в рамках нашего бюджета. Это разумный подход. При организации поездки важно сбалансировать качество и стоимость. Совершенно верно. Я также обдумывал расположение жилья, чтобы обеспечить удобство во время нашей поездки. Местоположение играет ключевую роль. Пребывание в центральном районе поможет нам сэкономить время и облегчить изучение окрестностей. Я проверял, есть ли специальные предложения или скидки на авиабилеты или проживание. Воспользовавшись специальными предложениями и скидками, мы сможем сэкономить на других мероприятиях во время поездки. Я также изучал варианты транспортировки в пункте назначения.
Важно заранее планировать передвижение по городу. Это хорошие замечания. Изучение вариантов транспорта поможет нам более эффективно перемещаться по городу. Я рассматривал общественный транспорт, а также любые доступные приложения или услуги местного транспорта. Использование местного транспорта может дать нам более аутентичные впечатления и помочь нам погрузиться в культуру. Я согласен. Также стоит обратить внимание на любые проездные билеты или карты, предоставляющие скидки на несколько поездок. Отличная идея. Проездные абонементы могут сэкономить нам деньги и сделать посещение различных достопримечательностей более удобным. Я также изучал популярные достопримечательности и развлечения в нашем пункте назначения. Мы не хотим ничего упустить. Совершенно верно. Заблаговременное планирование позволяет нам составить маршрут, включающий наиболее интересующие нас места и впечатления. Я читал о любых требованиях к въезду или необходимых документах для нашего пункта назначения. Нам нужно быть готовыми. Очень важно проверить, нужны ли нам визы, прививки или какие-либо специальные проездные документы для въезда в страну. Я также изучал варианты страхования путешествий. Важно иметь страховое покрытие на случай непредвиденных обстоятельств. Страхование путешествий обеспечивает спокойствие и защиту во время поездки. Я составляю список основных вещей, которые нужно взять с собой в зависимости от погоды и занятий, которыми мы будем заниматься. Грамотная упаковка поможет нам оставаться организованными и не переупаковывать вещи и не забывать о важных вещах. Я также изучал местные обычаи и культурный этикет, чтобы убедиться, что мы уважаем местные традиции. Понимание и уважение к местной культуре улучшают наши впечатления от путешествий и позволяют нам общаться с местными жителями. Спасибо, что обсудили со мной планирование поездки. Очень интересно готовиться к нашему предстоящему приключению. Добро пожаловать! Я рад, что мы пришли к единому мнению. Желаем вам хорошо спланированного и незабываемого путешествия. Урок 9. Составление планов и прогнозирование событий. Привет, Анна. Я собирался встретиться в эти выходные. Вы готовы? Привет, Джон. Да, у меня есть свободное время. Что вы имели в виду? Как насчет того, чтобы посмотреть фильм? Вот новый релиз, который я так давно хотела увидеть. Похоже на план. Во сколько начинается фильм? Показ в 2 часа дня. Тебе это подойдет. Это прекрасно. Я отмечу это в своем календаре. В какой театр мы пойдем? Давайте перейдем к тому, что в центре города. Это ближе к нам обоим. Отлично. Встретимся там. Вы проверили отзывы на фильм? Да, я посмотрел, и отзывы довольно положительные. Вроде неплохой. Я в восторге. Мне всегда нравится смотреть фильмы с тобой. Точно так же. Всегда интересно поделиться опытом, а затем обсудить его. Кстати,
Вы слышали о новом кафе, которое открылось неподалеку? Нет, у меня нет. Расскажите мне об этом подробнее. Оно называется The Brew Hivern. Здесь есть разнообразные кофейные смеси и вкусная выпечка. Звучит заманчиво. Как насчет того, чтобы выпить там кофе перед фильмом? Отличная идея. Мы можем наверстать упущенное и приятно поболтать за чашечкой кофе. Я с нетерпением жду этого. Давайте встретимся в кафе около 13 часов, а затем отправимся в театр. Похоже на план. Увидимся в 13 часов, The Brew Hivern. Идеальный. Я буду там. Не могу дождаться нашей прогулки в кино и чашечки кофе. Я тоже. Это будет фантастический уикенд. Скоро увидимся. Тогда увидимся. Береги себя, пока мы не встретимся. Урок 10. Изучение пляжных курортов. Привет, Анна. В последнее время я жажду солнца и песка. Я чувствую то же самое. У тебя есть любимые пляжные места? Привет, Джон. Безусловно, мне нравится исследовать разные пляжные места. Одно из моих любимых мест – Бали. Бали звучит потрясающе. Что тебе здесь нравится? Нетронутые пляжи, кристально чистая вода и яркая культура делают это место идеальным для отдыха. Звучит невероятно. Я много слышала о пляжах Карибского моря. Ты там бывал? Да, мне посчастливилось посетить несколько Карибских островов. Песчаные пляжи и бирюзовая вода захватывают дух. Это просто фантастика. Какой остров вы бы порекомендовали туристу впервые? Если вы ищете сочетание отдыха и приключений, я бы порекомендовал посетить Доминиканскую республику. Доминиканская республика звучит интригующе. Чем там можно заняться? Вы можете заняться водными видами спорта, такими как сноркелинг, отправиться в поход по национальным паркам или просто понежиться на солнце на потрясающих пляжах. Похоже, это идеальное сочетание занятий. Я всегда хотела посетить Грецию. Ты там бывал? Да, Греция просто очаровательна. Пляжи на Санторини и Миконосе достойны открыток. Я видела фотографии этих островов, и они выглядят потрясающе. Какие-нибудь другие пляжные места вы бы порекомендовали? Конечно. Таиланд – еще одна прекрасная страна с потрясающими пляжами. Такие места, как Пхукет и Краби, стоит посетить. Таиланд уже давно входит в мой список путешествий. Что делает его пляжи особенными? Тропический пейзаж, белый песок и теплое гостеприимство местных жителей создают незабываемые впечатления. Мне не терпится посетить эти места. Есть ли скрытые драгоценные камни, которые вы обнаружили? Одна скрытая жемчужина, которую я нашла, Сейшельские острова. Это группа островов, известная своими уединенными и живописными Сейшельские пляжами. острова звучат как рай. Я обязательно добавлю его в свой список путешествий.
Это место, о посещении которого вы не пожалеете. Природная красота здесь просто захватывает дух. Спасибо, что поделились этими удивительными пляжными местами. Меня вдохновляет начать планировать свою следующую поездку. Урок 11. Выполнение графика партнерства. Привет, Анна. Я изучил предложение, и я должен сказать, что оно довольно многообещающее. Давайте поговорим о сроках реализации этого партнерства. Привет, Джон. Я рад, что вам понравилось предложение. Я согласен с тем, что четкие сроки очень важны для успешного партнерства. Совершенно верно. Нам следует начать с обсуждения первых шагов. Как вы думаете, когда мы можем начать? Думаю, мы сможем начать процесс внедрения в следующем месяце. Это работает для вас. Звучит разумно. Нам нужно будет распределить ресурсы и подготовить команды к сотрудничеству. Согласовано. Как только мы определим дату начала, мы сможем наметить ключевые вехи. Как вы думаете, сколько времени займет каждый этап? Думаю, что первый этап, предполагающий создание инфраструктуры, займет около 2 месяцев. 2 месяца звучат реалистично. В течение этого времени мы также можем сосредоточиться на обучении наших соответствующих команд. Это хорошие замечания. Нам нужно убедиться, что все согласны с новыми процессами и знакомы с ними. Именно так. После создания инфраструктуры мы можем перейти ко второму этапу, который включает тестирование и доработку. Я ожидаю, что этот этап займет около 3 месяцев. Нам нужно будет собрать отзывы и внести необходимые коррективы. 3 месяца должны дать нам достаточно времени для тщательного тестирования систем и решения любых возникающих проблем. После завершения этапа тестирования мы можем перейти к заключительному этапу – запуску. Согласовано. Нам следует запланировать презентацию, чтобы вызвать ажиотаж и продемонстрировать общественности наше партнерство. Думаю, мероприятие по запуску было бы отличной идеей. Мы можем пригласить заинтересованные стороны и продемонстрировать преимущества нашего сотрудничества. Похоже на план. Мы должны стремиться к тому, чтобы мероприятие по запуску состоялось примерно через 4 месяца с даты начала. 4 месяца должны дать нам достаточно времени, чтобы свести концы с концами и обеспечить успешный запуск. Я согласен. Важно предусмотреть определенную гибкость в графике для решения непредвиденных задач. Совершенно верно. Всегда целесообразно предусмотреть резервный запас времени на случай непредвиденных обстоятельств. Как только партнерство будет запущено, мы сможем продолжать следить за его развитием и вносить необходимые коррективы. Непрерывная оценка и совершенствование являются ключом к долгосрочному успеху нашего партнерства. Не могу не согласиться с этим. Проявляя инициативу и адаптивность, мы можем обеспечить тесное и плодотворное сотрудничество. Я в восторге от потенциала этого партнерства. Давайте вместе добьемся ошеломляющего успеха. Я разделяю ваш энтузиазм. Верю, что наши совместные усилия приведут к отличным результатам. Давайте начнем. Совершенно верно. Давайте углубимся и сделаем так, чтобы это партнерство процветало.
Урок 12. Йога и растяжка. Привет, Анна. В последнее время я занимаюсь йогой. Ты когда-нибудь занимался йогой? Привет, Джон. Да, я регулярно занимаюсь йогой. Это отличный способ сохранить гибкость и снять стресс. Это многообещающе. У меня проблемы с гибкостью, особенно в мышцах. Какие-нибудь советы? Одна из поз, которая может помочь, собака, обращенная вниз. Она хорошо растягивает мышцы, особенно подколенные сухожилия и икры. Звучит интересно. Как вы принимаете позу собаки, обращенной вниз? Начните с рук и коленей, затем поднимите бедра вверх, образуя с телом перевернутую V-образную форму. Я попробую. Есть ли другие позы, которые вы рекомендуете для растяжки мышц? Да, поза воина отлично подходит для растяжки ног, а поза кобры помогает раскрыть грудь и плечи. Я включу их в свой распорядок дня. Как долго мне нужно держать каждую позу? Лучше всего удерживать каждую позу от 30 секунд до минуты, глубоко дыша и сосредотачиваясь на растяжке. В этом есть смысл. Есть ли определенное время дня, которое лучше всего подходит для занятий йогой и растяжкой? Вы можете заниматься йогой в любое удобное для вас время, но многим людям полезно заниматься йогой утром, чтобы зарядить энергией свой день. Тогда я попробую включить йогу в свой утренний распорядок дня. Какие ресурсы или приложения вы рекомендуете? В интернете доступно множество отличных ресурсов, а такие приложения, как Yoga Studio и Down Dog, предлагают занятия йогой с гидом для всех уровней. Я проверю их. Есть ли у вас другие советы для таких новичков, как я? Не забывайте прислушиваться к своему телу и никогда не заставляйте себя принимать позу. Важно найти баланс между сложностью и комфортом. Это хороший совет. Я буду иметь это в виду. Спасибо, что поделились своими знаниями. Добро пожаловать! Я рада, что смогла помочь. Йога – прекрасная практика, которая может принести пользу как телу, так и разуму. Я рада начать свое путешествие по йоге и воочию убедиться в ее преимуществах. Еще раз спасибо. Урок 13. Анализ стратегий конкурентов. Привет, Анна. Я внимательно изучал стратегии наших конкурентов. Что вы о них думаете? Привет, Джон. Важно быть в курсе наших конкурентов. Что вы уже обнаружили? Похоже, они сосредоточены на расширении своего присутствия в интернете и предоставлении персонализированного обслуживания клиентов. Это интересно. Нам следует рассмотреть возможность включения этих стратегий в нашу собственную бизнес-модель. Я согласен. Обнадеживает то, как они адаптируются к меняющимся рыночным тенденциям. Совершенно верно. Нам необходимо сохранять конкурентоспособность и постоянно улучшать наши предложения. Именно так. Анализируя их стратегии, мы можем определить области, в которых мы можем выделиться. Отличное замечание.
Мы должны использовать наши уникальные сильные стороны, чтобы выделиться на фоне конкурентов. Я также заметил, что они вкладывают значительные средства в рекламу в социальных сетях. Возможно, стоит обратить внимание на наши маркетинговые усилия. Реклама в социальных сетях может быть эффективной для охвата более широкой аудитории. Нам следует изучить этот путь. Определенно. Очень важно быть в курсе новейших маркетинговых технологий и платформ. Не могу не согласиться с этим. Нам необходимо адаптироваться и развиваться, чтобы соответствовать меняющимся требованиям наших клиентов. Думаю, было бы полезно провести тщательный анализ сильных и слабых сторон наших конкурентов. Я полностью согласен. Очень важно понять их стратегии и найти возможности, в которых мы сможем преуспеть. Таким образом, мы можем сформулировать комплексный план по позиционированию себя в качестве лидера на рынке. Совершенно верно. Это даст нам конкурентное преимущество и поможет нам привлекать и удерживать клиентов. Я рада, что мы пришли к единому мнению. Давайте соберем результаты и обсудим их с командой. Похоже на план. Сотрудничество и мозговой штурм помогут нам найти инновационные решения. Я в восторге от этих возможностей. При наличии правильных стратегий мы можем превзойти наших конкурентов. Я разделяю ваш энтузиазм. Давайте работать вместе, анализируя, внедряя инновации и оставаясь на шаг впереди всех. Согласовано. Вместе мы сможем добиться больших результатов и вывести наш бизнес на новые высоты. Я не мог бы сказать это лучше. Давайте начнем и оставим свой след в отрасли. Совершенно верно. Наша решимость и стратегическое мышление отличают нас от других. Давайте воплотим это в жизнь. Урок 14. Готовим что-нибудь полезное для здоровья вместе. Привет, Анна. В последнее время я подумываю приготовить что-нибудь полезное для здоровья вместе. Что скажешь? Привет, Джон. Звучит как отличная идея. Приготовление здоровой пищи может быть одновременно увлекательным и полезным. Я рада, что вы на борту. Есть ли у вас предложения по полезному рецепту, который мы можем попробовать? Как насчет того, чтобы приготовить красочный салат с разнообразными свежими овощами и домашней заправкой? Звучит очень вкусно. Какие овощи вы бы порекомендовали для салата? Мы можем использовать хрустящий салат, сочные помидоры, хрустящие огурцы и немного разноцветного сладкого перца. Отличный выбор. А как же перевязка? Какие-нибудь рекомендации по здоровому варианту? Мы можем приготовить простой винегрет из оливкового масла, бальзамического уксуса, дижонской горчицы и небольшого количества меда. Звучит как ароматная комбинация. Мне не терпится попробовать его. Каков следующий шаг? Мы вымоем и нарежем овощи, а затем смешаем их в большой миске. Стоит ли добавлять белок, чтобы блюдо было более сытным? Да, мы можем добавить немного курицы на гриле или вареных яиц для получения белка или даже немного нута для вегетарианского блюда. Отличная идея. Это придаст салату больше вещества. Как насчет приправ?
Для придания аромата мы можем посыпать солью, перцем и травами, такими как базилик или петрушка. Идеальный. Мне не терпится попробовать его на вкус. Есть ли что-то еще, что нам следует рассмотреть? Мы также должны обязательно включить полезные жиры, такие как ломтики авокадо или жареные орехи. Это хорошие замечания. Полезные жиры важны для сбалансированного питания. Должны ли мы немедленно его подавать? Да, лучше всего наслаждаться салатом свежим, пока овощи еще хрустящие и яркие. Звучит неплохо. Давайте начнем наше кулинарное приключение по здоровому образу жизни. Мне не терпится научиться и приготовить что-нибудь вкусное. Я тоже. Совместное приготовление пищи– это не только отличный способ сблизиться, но и возможность познакомиться с новыми вкусами и техниками. Не могу не согласиться с этим. Это шанс расширить кулинарный кругозор, одновременно питая организм. Совершенно верно. А приготовление здоровой пищи в домашних условиях помогает нам контролировать ингредиенты и делать осознанный выбор. Это правда. Это дает нам возможность точно знать, что входит в состав наших блюд. Кроме того, это может сэкономить нам деньги в долгосрочной перспективе. Определенно. Это беспроигрышная ситуация. Готовы ли вы отправиться со мной в путешествие по здоровой кулинарии? Совершенно верно. Давайте окунемся в мир питательной и вкусной кулинарии. Я благодарна за то, что вы являетесь моим кулинарным партнером. Точно так же. Вместе мы приготовим полезные блюда и порадуем наши вкусовые рецепторы и тело. Не могу дождаться начала. Давайте сделаем здоровую кулинарию неотъемлемой частью нашей жизни. Урок 15. Баланс между работой и личной жизнью. Привет, Анна. Во время нашей последней встречи мы говорили о балансе между работой и личной жизнью. Что вы думаете по этому поводу? Привет, Джон. Баланс между работой и личной жизнью имеет решающее значение для нашего общего благополучия. Очень важно найти гармонию между профессиональной и личной жизнью. Совершенно верно. Достичь баланса может быть непросто, особенно в условиях высоких требований к работе. Это правда. Чтобы избежать эмоционального выгорания, важно установить границы и уделить приоритетное внимание уходу за собой. Я полностью согласен. Как вам удается поддерживать здоровый баланс между работой и личной жизнью? Я стараюсь регулярно планировать перерывы и уделять время занятиям, которые приносят мне радость и расслабление. Отличный подход. Мне полезно отключиться от работы в личное время, чтобы зарядиться энергией. Главное – отключение. Это позволяет нам зарядиться энергией и полноценно участвовать в личной жизни. Определенно. Я также начала делегировать задачи и обращаться за поддержкой, когда это необходимо, чтобы предотвратить перегрузку. Делегирование важно. Это помогает распределить рабочую нагрузку и позволяет нам сосредоточиться на наших приоритетах. Я стараюсь установить четкие границы, устанавливая конкретные часы работы и соблюдая их. Настройка рабочего времени – отличная идея.
Это помогает создать структуру и способствует более здоровому балансу между работой и личной жизнью. Я также изучал методы внимательности для снижения стресса и повышения концентрации внимания. Вы пробовали что-нибудь? Да, я занимаюсь медитацией осознанности. Это помогает мне сосредоточиться и снижает влияние стресса, связанного с работой. Это просто фантастика. Внимательность может стать мощным инструментом поддержания здорового баланса между работой и личной жизнью. Это действительно так. Это позволяет нам больше присутствовать и принимать осознанные решения в отношении того, как мы проводим время. Совершенно верно. Умеренное распределение времени необходимо для достижения баланса между работой и личной жизнью. Согласовано. Речь идет о поиске подходящего сочетания, подходящего для нас индивидуально, и соблюдении наших личных потребностей. Я думаю, что организациям важно обеспечивать баланс между работой и личной жизнью и развивать культуру поддержки. Не могу не согласиться с этим. Организации играют важную роль в создании среды, в которой ценится баланс между работой и личной жизнью. Уделяя приоритетное внимание балансу между работой и личной жизнью, мы можем повысить производительность, удовлетворенность и общее благополучие. Это правда. Это взаимовыгодная ситуация как для сотрудников, так и для организации в целом. Я рада, что мы ведем этот разговор. Это напоминает мне о важности поддержания здорового баланса между работой и личной жизнью. Я тоже рада. Давайте продолжим уделять приоритетное внимание балансу между работой и личной жизнью и вдохновлять других делать то же самое. Совершенно верно. Вместе мы можем добиться позитивного сдвига к более здоровому балансу между работой и личной жизнью. Я верю, что мы можем изменить ситуацию к лучшему. Давайте покажем пример и поможем другим найти гармонию между работой и личной жизнью. В этом я с вами согласен. Мы должны достичь баланса между работой и личной жизнью и жить полноценной жизнью. Урок 16. Новогоднее обещание. Привет, Анна. Вы думали о каких-либо решениях на Новый год? Привет, Джон. Да, я считаю, что принятие решений – отличный способ начать Новый год. Вы что-то сделали? Абсолютно. Одно из моих решений – уделять приоритетное внимание здоровью и физической форме. А как же ты? Отличное решение. Я также хочу сосредоточиться на своем самочувствии и включить больше практик ухода за собой в свой распорядок дня. Это замечательно. Забота о себе всегда должна быть главным приоритетом. Что еще есть в вашем списке? Еще одно решение – читать больше книг. Я хочу расширить свои знания и изучить разные жанры. Чтение – отличная привычка, которую нужно развивать. Оно расширяет наш кругозор и стимулирует наше воображение. У меня тоже есть решение, связанное с обучением. В самом деле, каково ваше решение? Я хочу выучить новый язык. Это то, чем я всегда хотела заниматься, и я думаю, что этот год – идеальное время для начала. Это просто фантастика. Изучение нового языка открывает двери для новых культур и возможностей. Какой язык вам интересен? Я склоняюсь к испанскому языку. Этот язык широко распространен, и я думаю, что он будет полезен как для личного,
так и для профессионального роста. Как интересно! Изучение испанского языка определенно улучшит ваши коммуникативные навыки. Я желаю вам удачи в вашем решении. Спасибо. Я ценю твою поддержку. Есть ли у вас в списке другие решения? Да, я хочу разработать последовательную практику медитации. Это поможет мне развить внимательность и снизить стресс. Отличное решение. Уделение нескольких минут в день успокоению ума может существенно повлиять на наше общее самочувствие. Совершенно верно. В нашей насыщенной жизни важно найти моменты покоя и покоя. Что еще вы имеете в виду? Я также хочу улучшить свои навыки управления временем. Я заметила, что более организованная и эффективная работа может значительно повысить производительность. Действительно, управление временем играет ключевую роль. Это позволяет нам максимально использовать наши дни и достигать поставленных целей более эффективно. Это невероятное разрешение. Путешествия расширяют наши горизонты и знакомят нас с разными культурами. Это прекрасный способ учиться и расти. Не могу не согласиться с этим. Итак, вот наши планы на Новый год. Давайте поддержим друг друга и воплотим их в жизнь. Совершенно верно. Вместе мы сможем добиться позитивных изменений и обеспечить успешный год. Мы готовы к достижению наших целей.